Всем привет! Представляю исполнителей главных ролей. Это у нас кот Арчи, а сверху сидит сорока. Итак, вперед! Так, Арчик под забором пролез и пошел гулять. Так, а сорока провожает его. Она спрыгнула и за ним пошла. А вы на YouTube-канале Аксель Франк. Дело происходит в Австрии, в Каринтии. И, как вы понимаете, сегодня у нас будут отношения котов, наших котов и сорок. Отношения эти непростые, очень интересные. Они складываются уже давно. Сороки живут здесь, сколько помним себя. А коты тоже довольно давно, особенно кот Вилли. И все это время были некоторые взаимоотношения между котами и сороками. Насчет пищи, насчет птенцов, ну и так далее. Короче, смотрим до конца. Это у нас миска для сорок. Вот. Что у них в меню сегодня? Что в меню Сорокином? Снизу это остатки консервы. То есть различные виды кошачьих консерв. Вот этот тунец, там все, курица, которые не доели наши. Оно подсушилось немножко, но оно еще вполне. И кусочек какой-то мяса. Мясо это, да, курятина. Ну, вот это они постепенно перетаскают. Причем интересно, что сорока, вот смотрите, гнездо у сорок здесь, на этом дереве. Но сорока сначала возьмет кусочек отсюда, но полетит не к гнезду. Она полетит туда, вот на крышу, и там будет какое-то время сидеть. То есть вот у нее есть там таймер, этот таймер включается, сидит. То есть отвлекает от гнезда как бы. То есть совершает маневр. И вот посидев там на крыше, она уже перелетит потом сюда на гнездо и отдаст птенцам то, что там взяла. Вот такое. И это наблюдаю, я через окно просто наблюдаю это постоянно. Чуть позже мы с вами увидим, как мы положили на дорожку мышь, и сорока ее приберет, отнесет птенцам. И она его вынудила оттуда из-под этого куста уйти сюда. Арчи хотел под кустом полежать, а там, вот на этом дереве, там, вот на этом дереве, было гнездо сороки, а сейчас там уже два птенца прыгают с ветки на ветку, они уже из гнезда как бы вот выходить стали. И сороки как с ума сошли, просто вот Арчика преследуют. Просто преследуют. Анфиску тоже. Анфиску, ну, всех котов преследуют. Нет, Вилечку не трогает. Ну, Вилечку они знают, что он надежный, как бы, что он... Они знают, что от него можно ожидать. Ничего. Ну, он бы тоже не против был бы. Ну, Ну, не просто против, ему ну. физические возможности не Но позволяют. ему вот как прыгнуть не сможет. А вот этим двое молодых могут и прыгнуть. Вот, там даже видно, они внутри, вот внутри в дереве там идет просто жизнь вот этих сорок. Вот. Они там прыгают, они что-то там... Вот, вон, и хвосты только мелькают. Ну, короче, не могли немножко подальше где-нибудь, вот там дерево все в цветах, вон там какие хорошие деревья, туда могли бы куда-нибудь. Нет, им надо было прямо вот рядом с котами и котов начинать третировать, терроризировать просто. Вот. Он летает, туда-сюда летает только. Вот, а Арчику нельзя, Арчик любит вот здесь под кустом лежать. Ну, сюда пониже, вот там в тени, он ложится в тени, там спит. Но нет, ему там нельзя. Сороки решили, что ему там нельзя. Сейчас увидите, как сорока совершает отвлекающий маневр. Вот полетела на дом, на другой. Так, это кто мне об ноги потерся? Там Арчик дрыхнет. А это Вилли. Он потерся, потому что, говорит, жрать пойдем, дашь ничего. А чаще всего сороки имеют какие-то претензии к Арчику.
Ну, они, видимо, его подозревают, что он самый опасный. В то же время они его троллят. Вот Анфису мы увидим чуть позже, будет момент, когда Анфиса и Сорока на крыше. Но это редко бывает. А вот Арчику они просто не дают проходу. В принципе, у нас Арчик таскает больше всех мышей. Ну и часть этих мышей достается сорокам. Вот в частности ту мышь, которую потом сорока заберет с дорожки, мы увидим. Ее ранее поймал Арчик. Арчик поймал, отдал Вилли. Вилли есть не стал. Вместо этого притащил, положил нам в доме посреди комнаты. Ну, это обычное дело. А вот, соответственно, вынесли, положили на тропинку, и сорока прибрала. При этом Арчик, он, в общем-то, далеко не безобидный. Ну, то есть он такой очень спортивный котик и может как бы и прыгнуть далеко, и когтем хватить. Вот. Но сорока, вот, соблюдая некоторую дистанцию, просто его преследует. Вот Арчик забрался. Перед тем, как выйти на улицу, он оглядывается. Ходят они сейчас вот туда, если прямо пойти, там будет следующее поле, которое скошено, и там есть возможность поохотиться на мышей. Вот охотничий кот Арчик как раз тут. Длинноногий такой. И сорока, и сорока. Ноги грязные. Да вообще, его гордость, его белые эти чулочки. Он должен быть домашним. Смотри, как громко сорока, а? Чистый мышь. Арчи. Арчи, Арчи. Идем, хороший мальчик такой. Пошли домой. Ну их этих мышей нафиг. Не, говорит, не могу. У меня инстинкт. Нет, у него это. Они все психические за мышей. Красавчик, красавчик. Пойдем, пойдем, Арчук. И вкусную консерву купили сегодня. Да, говорит. Ну не вкуснее мыши. Ну, он как это патрулирует. Ага, ага. И слышал что-то? Ну что-то услышал, кто-то там пищит, наверное. Да, это сорока весь этот сам сбивает. А сорока глушит ему. Скорее бы уже эти птенцы у него выросли. Уже надоело, целыми днями трещит. Ну-ка, ну-ка. Ложная тревога. Ты вроде собирается. Сейчас посмотрим. А сорока полетела Анфису гонять на крышу, Да. судя по звуку. Да, да, да. Все. Ну, ладно, Арчик будет Ложная тревога. долго думать будет. Ну да, сорока пока следила за Арчи, она упустила из виду Анфису. А Анфиса там по крыше. Ну, у сороки вообще там... Нет, Арчик что-то там явно слышит, но он, может, не понимает, как там. Все плотно так. Ну да, у тебя как это... Урожай какой-то фантастический огурцов в этом году. Со скольки? У тебя сколько? 5 или 6 кустов, да? Да, у меня 6 растений. Из 6 растений ты уже собрала, знаешь, на бочку большую. Если бы я их собирала вовремя, их было бы больше. А просто они остаются, когда накуда. Анфисочка пошла, я, говорит, сверху зайду. Интересно, сорока на Арчика там вообще бесилась. А что она должна сязать, когда Анфиса там... А вот... вот она. Анфисочка. Так, Анфисия сидит и специально дразнит сороку. Сорока вот здесь, в этом дереве. А? Ну, сорока тут, а Анфисия смотри где. А сейчас произойдет просто вот такой трюк неожиданный. Сорока подлетит к Анфисе, сядет на крышу тоже. Ой, сорока. Ну, сами виноваты. Нашли где гнездо делать. Ага, вот сорока прыгает тут. Ну, я вижу, но вряд ли это все заснимет так, чтобы видно было. Еще и темно вдобавок. Вот ветка, видите, это сорока по ветке ходит. Вот эта ветка дрожит тут. А потому что там мальчик вышел на соседней территории. И сорока вообще... там люди вышли. И сорока просто в ужасе.
Говорит, окружили, говорит. Тут, говорит, это с хвостом. Там люди ходят. Громко. А Анфиса как раз наблюдает за тем, что происходит на участке у соседей. Там как раз люди вышли, и Анфисе интересно. Так. Она села на этот... Так, заходит с тыла. Как видите, сороки, они вообще без комплексов. Вот что у нее там в голове? Что они собираются на Анфису со спины напасть, собираются ее там с крыши сталкивать. Ну, вот так вот. Вот так вот. Очень наглые. Очень. Она просто подошла к ней, смотрите. Она находится где-то в метре от нее. А сейчас все это из-за птенцов. Но у сорок бывает и обычный троллинг. Просто развлечь самое себя. Троллят котов. Они обе там. Там лежит мышь. Вот. Она Да. сидит А на там дереве. сорока уже засекла. Вот сорока сейчас будет забирать мышь. Ирина там положила мышь. Зачем ты говоришь? Я мышей раскладываю. Могут подумать. Вот. Как она в прикуску. Да, она естественно, смотри, хватила мышь. Ну давай уже уноси. Ее поудобнее перехватила. Все. Вот так вот. Все. Арчик. А вон лежит мышеловец. Это Арчи. Это интересная вилечка. Я думаю, что Это он Арчик притащил. принес, отдал Вилечке, а уже Вилечка занес в дом. А Величка не стал есть, говорит, ерунда, это не та модель. Ну, как видите, сороки выполняют у нас роль таких санитаров леса. То, что не доедят коты, доедают сороки, мы им даем или консервы, тунец или курица, вот, оставшиеся от котов. И Ирина дает какие-то обрезки, там мясо, что-то такое. Ну, плюс мыши. То есть, если коты не съедают мышь, мышь достается сорокам. Да, она прогнала Арчика и горда этим. Если вы еще не поставили лайк сорокам и коту Арчи, то сейчас самое время это сделать, а также подписаться на канал. Арчи известен тем, что спит всегда в самом неожиданном месте, неудобном. Вот не пройти, не проехать, не перешагнуть. Улегся посреди коридора, все заблокировал и спит. На канале недавно появился ролик, это на моем канале «Жизнь в Австрии», про радужные трамваи. Трамваи в Вене, это город Вена, на трамваях флажки радужного сообщества, эти флаги с множеством цветов. И я сделал ролик про такое сообщество в Вене. Что в Вене происходит с этими радужными ребятами. Посмотрите, это интересно в некотором познавательном плане. Притом там такие хорошие съемки, город Вена. Гуляем, смотрим параллельно. Получаем некоторую неожиданную, может быть, для вас информацию. А вообще мой второй канал, Аксель Франк «Жизнь в Австрии», он предлагает, с одной стороны, политические какие-то вопросы освещаются, с другой стороны, там жизнь в Австрии действительно. На этом все. Пока-пока.